Всем привет, это Денис Вебер, и еще во времена СССР специалисты центральных телеканалов, никто тогда и не называл их моушн-дизайнерами и 3D-моделерами, разрабатывали по-настоящему интересные заставки. Для меня остается загадкой, как они, имея такие ограничения, могли делать что-то подобное. Телевидение развивалось, а вместе с ним и качество заставок, многие из которых до сих пор вызывают у взрослых людей неконтролируемый приступ приятной ностальгии. Я никогда раньше не задумывался, каким образом создавались все эти видео, но их авторам точно удавалось передать всю суть программы за несколько секунд. Вместе с развитием ТВ развивался и софт для создания и обработки графики. Можно смело сказать, что сейчас возможности ограничены лишь фантазией авторов. Все больше создателей программ приходит в интернет, и в конце концов наступает эра YouTube шоу. Одно из самых популярных современных шоу, каждый выпуск которого попадает в тренды. Что было дальше? Кто-то считает это шоу чересчур агрессивным, кто-то фанатеет от него, ну а мне однажды просто стало интересно, насколько сложно создать такую заставку. Забегая вперед, скажу, что это видео стало для меня самым сложным и трудоемким из тех, которые я когда-либо пытался создавать. Наверное, это было бы не так сложно, если бы я делал все с нуля и не опирался на конкретное видео и конкретные футажи. С первого взгляда на заставку можно и не заметить, сколько графики на самом деле используется в ней. Я подумал, поставлю себе цель в 24 часа и спокойненько повторю все то же самое в After Effects. Но после того, как я скачал заставку и пролистал по кадрам, был немного в шоке. Да, я догадывался, что в заставке используется много графики, но чтобы настолько много. Я отвлекался на еду и сон, поэтому, как обычно, не учитывал это время в своем челлендже. У меня 24 часа, заставка с тонной графики и сомнения в том, что я вообще что-то успею за это время. Увидеть то, что получилось в итоге, вы, как всегда, сможете в конце видео. Погнали! Чтобы добавить разнообразие в видео, я решил использовать старые фотографии ведущих, на которых они местами совсем не похожи на самих себя нынешних. Кроме того, заставка шоу менялась, когда из него уходили ведущие, а вместо них приходили другие. Дизайнер не просто менял фото и видео отрывки, а добавлял новую графику, которая связана с каждым из них. Нужно сказать, что я действительно считаю эту заставку произведением искусства. Будем надеяться, что она создавалась просто очень творческим человеком. Если вы когда-нибудь видели заставку, вы могли заметить самурая из аниме в первых кадрах, портрет которого висит позади ведущих в студии. Это видео — отрывок из аниме с рейтингом R+, под названием «Манускрипт ниндзя» 1993 года. Я добавил оригинальную заставку в проект и начал разбираться с первой сценой. В этот раз я использовал старую добрую маску и вырезал фото по контуру. Кстати, маска чуть ли не самый популярный инструмент в After Effects. Мне хотелось, чтобы видео было максимально похоже на оригинал, но в то же время я понимал, что не смогу найти точно такие же футажи, которые дизайнер использовал в своем видео. Поэтому я старался искать что-то похожее и не копировал заставку один в один. Что удивительно, в каких-то кадрах мне все-таки удалось найти футажи из оригинала. Создавать одну и ту же графику в After Effects можно огромным количеством способов, но я считаю, что если есть задача сделать что-то конкретное, то неважно, как это было сделано, главное, чтобы дизайнер умел это делать и итоговый вариант ему подошел. Я не использовал плагины, с помощью которых многие вещи можно сделать в 2 клика, только в одном месте, когда мне нужно было клонировать картинки. В первой сцене появляется небольшой 8-битный взрыв. Я взял гифку, покрасил ее и добавил в нужное место. После взрыва появляется человечек в скафандре, который меняет цвет через пару кадров. Я подумал, что было бы круто добавить бойца из Mortal Kombat и менять для него цвет. Я нашел Сабзира и поменял ему цвет в нескольких кадрах. Наверное, так делали и создатели Mortal Kombat, когда хотели разнообразить бойцов рептилий Ермаком. Мне почти сразу удалось подобрать похожий шрифт для плашек с именами и названием программы, но так как у этого шрифта не было курсива, я просто наклонил его с помощью Transform. Во всей заставке часто используется Wave эффект. Судя по названию, можно понять, что он создает волну из объекта. Вообще, самый действенный способ в том, чтобы посмотреть на кадр и искать первое, что придет в голову. Например, здесь я увидел фото пустынной земли, на которой нарисована цифра 1. Думаю, что прямо сейчас где-то посмеивается автор оригинального видео. Для следующего кадра я с помощью маски вырезал ведущего, указав ключевые кадры для ее перемещения, и добавил мой любимый Wave эффект. Можно было использовать ротоскоп, о котором я расскажу чуть позже, но я пробовал несколько вариантов. Вы можете заметить, что почти
почти в каждом кадре обычные объекты выглядят как 3D и двигаются взад-вперед, как будто камеру слегка потрясывает. Первое, что пришло мне в голову, создать камеру и сделать настоящие 3D объекты, которые бы эта камера облетала. Но попробовав сделать так, я полез искать другие способы, так как не получалось сделать похоже на оригинал. И я нашел вариант, где используется эффект Displacement Map. Для изображения создается что-то вроде карты, на которой темные части находятся ближе к зрителю, а светлые дальше от него, и After Effects искажает изображение на основе этой карты. В некоторых кадрах используется что-то вроде эффекта комикса, но только с черным и зеленым цветом. Я гуглил совершенно безумные вопросы в стиле «оставить два цвета черный и зеленый» или «как создать черный и зеленый фильтр». На самом деле здесь хороши любые способы. И в итоге я нашел похожий эффект, который называется дуотон. Если совсем просто, это изображение, в котором используется только два контрастных цвета. В нашем случае черный и зеленый. Готового эффекта дуотон нет в After Effects, поэтому я добавил сразу пачку других эффектов на слой и несколько раз после этого добавлял или удалял эффекты, чтобы картинка стала похожа на оригинал. Ох, я сделал всего пару сцен, а прошло уже почти 5 часов. Надеюсь, что дальше все пойдет быстрее. Для этого же кадра я нашел картинку сатаны, который напомнил монстра в оригинальном видео и, конечно же, добавил Wave эффект. Я взял уже созданную графику из первого кадра и добавил отрывок из видео, предварительно вырезав его. Плюс несколько клонов, чтобы все выглядело еще более безумно. А на заднем плане возвысился небоскреб на фоне ночного неба. Для каких-то кадров я скачал готовые футажи на зеленом фоне. Они отлично встраиваются в видео, достаточно вырезать зеленый фон с помощью кейинга, который используется повсеместно. Помню, как видео, в котором я повторял рекламу Яндекс за 24 часа, я удивлялся, что моделька автобуса появляется всего на несколько секунд. Так вот, в этот раз некоторые объекты появляются на 2 или даже на 1 секунду в кадре. Если смотреть все видео целиком, то многие из них не будут заметны с первого раза вообще. Вот теперь сижу и думаю, чему я так удивлялся раньше. В этом кадре можно заметить, что поверх фотографии наложен узор, и если присмотреться, это кусочки пиццы, которые отламываются спустя пару кадров. Я скачал подходящий рисунок пиццы в PNG с прозрачным фоном и добавил его на сцену. Дело в том, что стандартными средствами After Effects можно клонировать только шейп, нарисованный в программе, то есть многоугольник или круг. Можно также использовать частицы, каждую из которых заменить на картинку, но в этом случае нельзя будет контролировать их расположение так, как мне нужно. Поэтому именно в этом месте и один раз за весь проект я использовал сторонний плагин Trapcode Form. Еще немного повозившись с его настройками, я получил подходящую картинку. Потом я добавил несколько эффектов при появлении и создал карту для псевдо 3D. Посмотрите, как круто выглядит карта. Можно было все оставить и так. Здесь используется еще один интересный эффект, а именно эффект лупы или эффект стекла. На самом деле он создается очень просто. Нужно добавить слой, накинуть на него трансформ, слегка увеличить скейл и двигать по сцене в разные стороны. Я продвинулся на 5 секунд и прошло уже почти 9 часов. Следующий кадр по эффектам похож на созданные раньше, но содержит в себе не меньше новой графики. Я подобрал нужный кадр из старого видео и на этот раз вырезал его с помощью ротоскопинга. Если вы никогда не слышали о ротоскопинге, это технология, которая изначально использовалась для создания мультфильмов. Анимацию получали путем покадровой обрисовки отснятого фильма с живыми актерами. Сейчас ротоскопинг используется для создания масок и вырезания объектов на монтаже. Достаточно обвести первый кадр, и алгоритмы программы дорисуют выделения для всех последующих. Если бы это работало так просто и эффективно, программы для монтажа эффектов стоили бы гораздо больше. Я обвел первый кадр из видео, а остальные все-таки пришлось править вручную. Осталось накинуть эффект дуотон из предыдущих частей, а надпись с именем я уже добавил раньше. Следующая сцена продолжает предыдущую, но на ней появляется большое количество взрывов, и вообще уровень безумства возрастает с каждым новым кадром, который я разбираю. В видео достаточно много эффекта глич. Это эффект засвеченного изображения, помех и других искажений.
Скорее всего, создатель оригинального видео делал этот эффект с помощью футажей или плагинов. Сначала я думал сделать так же, но я просто не смог бы найти точно такие же гличи, которые использовались в видео. Поэтому, чтобы сделать мое видео как можно более похожим на оригинал, я рисовал помехи, засвеченные изображения и другие эффекты руками. Может быть, это и безумная идея, но, как я уже говорил, для хорошего результата подойдут любые способы. Я подобрал фон, скачал несколько футажей со взрывами и не забыл одну из важных деталей композиции, а именно кусочек жареной курицы. Глич, волны, взрывы, искажения изображений. Если бы не оригинал, я бы просто накидал всего побольше. Добавляю кота с огнем и сцена готова. На самом деле, в какой-то момент я перестал задумываться над тем, что происходит в сцене, и просто продолжу повторять то, что вижу. Здесь я добавил X-Ray лучи из глаз, фон с психоделическими цветами, размножил силуэт ведущего и подобрал анимацию с геометрическими фигурами, примерно похожую на оригинал. Осталось добавить мишку по центру кадра. Так как фотография получилась милее некуда, то и мишку я выбирал соответствующего. В следующей сцене снова большое количество объектов. Добавляю гифки и рисунки по бокам, вырезав их маской. А в нижней части снова клоны из видеоотрывка, которых я вырезал с помощью ротоскопа. Спустя какое-то время эффекты местами начали повторяться, поэтому работать стало чуть легче. Следующая сцена снова с эффектом дуотона и клонированием. В оригинальном видео на заднем плане можно заметить гифку с ребенком. Лучший вариант для поиска Baby Fail GIF. Прошло 13 часов, и я сделал чуть меньше половины. Думаю, что пора снова ускоряться. Из всех сцен это мне понравилось больше всего, ведь именно здесь используется настоящее и мое любимое 3D. За основу здесь взято видео, но я вырезал силуэт из фотографии и анимировал для него голову и руку. Я выбрал узор для фона, который мне понравился, и скачал осьминога. А потолстевшего Человека-паука нашел точно такого же, как в оригинале. Основа сцены готова. Теперь к 3D. Я создал камеру и выставил для слоев галочку 3D, а потом клонировал основу и развернул под нужным углом. Осталось добавить руки, летающие по кадру, и исказить их с помощью эффекта Wave. Следующая сцена оказалась совсем простой. Я скачал похожую по ракурсу фотографию, мультяшную руку, слегка добавил эмоций, а фоном поставил разноцветные полосы. Эта сцена почти полностью повторяет одну из предыдущих. Видимо, дизайнер тоже слегка устал делать видео и решил собрать новые сцены из уже готовых частей. Я сделал ровно половину видео, и прошло уже чуть больше 15 часов. Не знаю почему, но работа пошла чуть быстрее. И снова клоны. Здесь дизайнер намеренно оставил рваные края у фото. Вообще, можно было списать все на стиль видео и сделать такие у всех фото, чтобы не вырезать каждый из них точно по контуру. Особо внимательные зрители заметят ноги в правом верхнем углу. Это как раз те самые секундные появления футажей. Для этой сцены я также вырезал силуэт из видео и нашел рисунок рептилий, чтобы заменить ведущему рот и глаза. Для надписи на заднем фоне я скачал граффити шрифт и подобрал нужный цвет. А фоном добавил обложку блокнота из 90-х. После клонирования и перемещения нескольких объектов сцена готова. В этом кадре странный ломаный фон. Я подумал, что его можно сделать, взяв за основу кирпичную стену, применив к ней эффект мозаики, Displacement Map и волну. После небольших манипуляций получилось то, что нужно. Я добавил небольшую пасхалочку в виде названия моего канала. Его будет достаточно сложно рассмотреть в итоговом видео, но мне все равно будет приятно. Затем добавил еще несколько искаженных изображений, и на этом со сценой все. Я совсем близко к последним сценам видео. В первой части две фотографии и псевдо 3D, а следующие уже интереснее. Зацикленный кусочек из видео, а на заднем плане кадры из игры Donkey Kong. Те, кто уже подписан на мой канал, могли видеть ролик с созданием уровней из игры Battletoads в 3D. И знают, как я люблю старые добрые 8-битные игры. Я взял точно такие же кадры из игры Donkey Kong и нарезал несколько масок, а для всей сцены добавил эффект дуотон. Прошло почти 19 часов с того времени, как я начал свой безумный челлендж, и кажется, я все еще смогу успеть доделать видео в срок. Для этой сцены я нашел кадры с обрушением здания, вырезал силуэт, добавил эффект мозаики и человечка из компьютерной игры, который кидает фаербол. Какое-то время я потратил на следующую сцену, пытаясь найти подходящий глич, несколько раз пересматривая видео, но в итоге все так же создал эффекты вручную. Я добавил стекла с эффектом трансформ, как в предыдущих сценах, а с помощью масок нарезал несколько слоев с видео. Мне показалось, что это была самая наполненная эффектами сцена.
Ура, настало время последней сцены. 21 час позади, и я вышел на финишную прямую. Ох, я думал, что все будет проще. В этой сцене все участники в одном месте, клонированные несколько раз на безумных разноцветных фонах. Мне пришлось пересмотреть эти кадры десяток раз, прежде чем начать собирать сцену. Я начал с фона, а потом добавил уже вырезанные раньше фото и видео. Буквально по кадрам я перемещал футажи, пытаясь угадать их правильное расположение, а потом еще какое-то время потратил для изменения размеров и цветокоррекции. В этой же сцене появляются надписи с названием шоу, которые я расположил между слоями. Самый последний штрих — цвет коррекции всего видео. Я не верю в это, но кажется, я закончил и успел вовремя, потратив 23 с небольшим часа. Уже сейчас я готов показать то, что получилось. Что было дальше? Шоу, в котором комики слушают истории гостей и угадывают, что было дальше. Что было дальше? Что было дальше? Это, как всегда, было трудно, и на самом деле я не знал многих приемов монтажа перед тем, как стал разбирать видео. Но благодаря этому я прокачал свои навыки в моушен дизайне еще больше. Думаю, что получилось достаточно похоже на оригинальное видео. Казалось бы, что из такого количества совершенно разных футажей, видео и эффектов сложно собрать что-то красивое и стильное, но, как вы могли увидеть, это возможно. Не бойтесь ставить себе невыполнимые на первый взгляд задачи, ведь именно в их решении и заключается прогресс. Подписывайтесь на канал и уведомления, чтобы не потерять Poly Road в общем списке подписок. И до встречи, скоро здесь будет что-то очень крутое.